Сегодня буду рассказывать вам про то, как прошли последние 2 недели, как закончился апрель, как начался май. Как вы можете видеть, у меня новая прическа. Я вот дошла уже и до дредов. Видимо, доросла до них. Я давно их хотела попробовать и отрастила вот себе волосы после своих кудряшек предыдущих, которые носила несколько лет. Сходила к мастеру, она мне сделала разметку, немножко вот это все начала, все эти дредики. И дальше я уже 2 недели доплетала все это сама. И поскольку мне еще не совсем хватает до такой адекватной длины, я решила вспомнить, как я раньше валяла из шерсти. И вот наваляла себе таких вот разноцветных дредиков. И даже сюда вышила бисером вот такие вот пупочки. Мне тоже очень нравится. В общем, занималась вот этим. Очень устала, такое непростое занятие, зато я могу сказать, что я теперь, в принципе, умею плести дреды. Так что, если что, обращайтесь. Да нет, конечно, только себе, только себе. Собственно, к дредикам я пока привыкаю, им даже еще недели нету, я еще вот к этому всему объему не привыкла, но мне уже очень нравится, как выглядит. Но сегодня вообще не об этом. Сегодня я хотела рассказать вам подробно про мой любимый принт из всех моих принтов. Мой любимый, потому что я даже его использовала при оформлении группы в ВК. И, в общем, он у меня везде, мне очень нравится. Принт называется «Весенний мох». И на этом принте изображен мох, моховые кочки. Моховые кочки получились очень случайно. Очень случайно они получились, внезапно. Я на самом деле рисовала грибной принт. То есть я рисовала части грибов акварельные, шляпки отдельно, ножки отдельно, потому что, как вы знаете, мне так удобнее собирать мои принты. Поскольку я рисовать не очень-то умею, мне проще нарисовать отдельные кусочки и их потом складывать. В общем, в этот раз я точно так же рисовала отдельно ножки, шляпки. И, играясь в фотошопе с яркостью, значит, вот этих вот элементов, я одну из шляпок так затемнила, добавила контраста и прочее, что увидела в ней моховую кочку. То есть она реально выглядела прям такой моховой. Мне очень это понравилось. Я это дело отложила, чтобы потом как раз-таки с этим что-то сделать. И, собственно, дорисовала еще разные элементы типа папоротников, там грибочков, всякие ягодки, веточки. И в какой-то момент я, значит, взяла эту кочку, размножила ее, там какие-то побольше, поменьше. В общем, все как обычно. Я беру один элемент и играюсь уже с ним. Из него разворачиваю целую историю. В общем, нарисовался такой принт. Моховые кочки. Тоже все застелено сплошняком. И там всякая растительность мелкая. Мне очень нравится. Мы, когда ездим в какие-то поездки, я прям максимально обращаю свое внимание на вот все эти камни, покрытые мхами. Очень мне нравится. Это вот прям мое самое любимое. Разглядывать этот мох, что там маленькое растет, все эти моховушки, все эти маленькие растюшки, лишайники. Очень красиво. Прям такие целые миры. И поэтому этот вот принт мой самый любимый. Я вам уже показывала в прошлый раз, как я напечатала ткань с этим принтом в сиреневых оттенках, и оказалось, что ткань это для джинсов для дочки, для старшей. Она их с удовольствием носит, но я-то хотела джинсы себе, поэтому в следующий свой заказ ткани я заказала себе тоже джинсу, но уже в сине-зеленых оттенках. Это как раз вот мой любимый вариант этого принта, больше всего мне нравится. И вот я решила, что пускай у меня джинсы будут такого цвета, тем более, что больше всего у меня одежда именно в таких оттенках. И я сшила себе эти джинсы, прям даже за 1,5 дня сшила. То есть на дочкиных я потренировалась и себе потом уже в 2 раза быстрее сшила. И тоже теперь с удовольствием ношу. Вот, например, мы тут съездили в Приозерск на майские первые выходные и полазили там по камням, съездили на маяк. Еще, конечно, было прохладно, но уже вполне себе такая летняя солнечная погодка. Было очень красиво, очень здорово. И мы погуляли в самом Приозерске. Нам очень нравится там парк. Это у них парк отдыха, как вот у нас в Питере ЦПКО. Вот у них такой же есть парк. И он находится на острове. Остров называется Каменистый, и он весь вообще такой каменный. И там тоже эти мхи, и вот эти вот кустарники. В общем, все очень классно. Мы там очень хорошо провели время. Так что, если вы там не были, рекомендую, скатайтесь. Все мои мысли уже на даче.
Я уже там себе разметила план работ, поскольку снег давно растаял. Но он у нас еще выпадал, поэтому в те выходные, когда мы были на даче, был снег, но я все-таки провела их с пользой. Я сделала из металлической сетки опоры для пионов. Давно хотела попробовать так сделать. У меня была сетка, и я собрала такие вот клеточки для того, чтобы не разваливались кусты пионов, когда вот они цветут очень красиво. Мне надо было, чтобы они вот так вот все-таки держали свою форму. Так что этим позанималась. Ну а дальше, конечно, предстоят там большие работы. Материалами мы уже закупились, и мне уже не втерпешь дальше воплощать свои идеи. Возвращаясь к принту, чтобы напоследок в конце видео показать вам красивые картинки, покажу, что принт, вот этот весенний мох, он очень классно смотрится в разных оттенках. Я думаю, вы это уже поняли по джинсам. Но у меня еще были и другие оттенки, и коричневые, и красные, и темно-синие такие, с неоновыми мелкими этими цветочками. Мне очень нравится. Очень классно он смотрится, этот принт. И на одежде, и на всяких мелких штуках, и в интерьере, и даже автомобиль я им закатывала этим мхом. В общем, я очень довольна. И мне кажется, что очень такой перспективный принт. Он не крупный, он довольно мелкий, но у него есть вот эта вот такая глубина, которую хочется разглядывать. Кота сегодня не покажу, потому что с котом я не дружу последнее время. Он решил, что поскольку у нас с каждым днем все светлее и светлее, утро начинается все раньше и раньше, это значит, что он не кот, он петух. И он нас будет по утрам, а утро у него начинается очень рано. Поэтому мы с ним не дружим, и я с ним не общаюсь практически. Поэтому сегодня я вам его не покажу. Но с ним все в порядке, он пока живой и в лес пока обратно не отправился. На сегодня это все. Я поеду на дачу. Буду там развлекаться. Поэтому я не знаю, когда выйдет следующее видео, но оно непременно выйдет. Спасибо, что смотрите. Мама, ты еще вот так вот делаешь? Вот так вот.